Всем привет! Спасибо, что смотрите видео на моем канале. Хочу рассказать о 3D проектах, которых я делаю. Сейчас мы находимся в городе Майкоп. Вот заказчик Беслан. У него здесь шикарное подворье в черкесском стиле. Так и называется, черкесский дворик. Значит, Беслан заказал у меня 3D проект. 3D проект я нарисовал по предварительному договору, то есть требования, которые были мне передо мной выложены, какие нужны данные, я получил, нарисовал 3D проект, теперь исполняем проект действия. Вот. Сейчас покажу вам молодого человека, который будет делать, уже начал этот проект исполнять. Вот, представляю молодое поколение, которому я передаю опыт, тоже живет в моем родном городе, Владислав его зовут. Как вообще проект, Владислав, понятен, то, что я начертил? Ну, потому что проект сам понятен, он доступен как в бумажном формате, можно его скачать и в PDF формате, ну и он доступен также в такой программе, как SketchUp. Очень удобная программа, и проект Олега очень помогает тем, что вся порядовка полностью, как говорится, понятна. Каждый ряд отдельно можно просмотреть, как сделан, какой угол, как запилить. И даже для малоопытного человека можно понять этот проект, как он сделан, и несложно собрать даже начинавшимся. Ну, понятно, да. Ну, а Беслан, что вы хотите сказать по Владиславу, как у вас с ним сотрудничество? С Владиславом у нас это уже второй проект наш. Мы уже построили две печи. Они в таком, чтобы людям было более понятно, вот как раньше делали русские печи, да и адыгейские печи. Они, принцип того же тандыра, он везде одинаковый. И эти печи у нас работают, они в рабочем состоянии, но мы здесь решили еще дополнить наше кафе таким вот магазином со встроенным мангалом, так называемые гриль-румы или гриль-хаусы. Они сейчас в тренде, народ их полюбил, любят. Беслан, а скажите, вы только адыгейскую кухню будете готовить у себя? Нет, мы планируем, в принципе, работать с мясом по всем направлениям мировой кухни. То есть, многие, наверное, знают стиль приготовки мяса асада, так называемый аргентинский метод. И вот мы хотим разные направления развивать, именно мясную тематику. Какой стиль вообще вот это кресло как сделано? Эти делали своими руками. То есть сейчас, конечно, ввиду того, что какой-то кризис и так далее, мы были вынуждены прикрыть производство. Был у нас свой небольшой цех организован. И эти наборы делали мы специально и на продажу, и для своего летней площадки. Ну это вы сами придумали? Да, это мы эту стилистику сами выдумывали. В принципе, это можно привязать, наверное, к какому-то средневековью. Да, больше на готику. Да, похоже, готический такой стиль, какой-то вот такой там рыцарский стиль. Ну да, да. Эти кресла спинки, они как бы такие намек на шлемы какие-то, да, рыцарские, вот в таком плане. Что самое интересное, когда вот мы занимались реконструкцией здания, откопали здесь на территории. А, прямо здесь нашли? Да. Обычно их же парами. Это вот как раз вот одна плита. Она Ну да, ну видно, вот да. это, наверное, часть оттуда. Да, а вторую мы не нашли.
А, вверх, вниз, да? вниз, Там. да. Или это был вверх, как А это ж сколько лет этим жерновам? не знаю даже. Стихи. Пушкин. Черкесский дворик. Как бы имитация действительно дворика, панорама гор, как будто вот человек попал именно в двор какой-то зашел. Здесь как бы вот именно пороги, там, порожки, там домовые, крыша, а за крышей уже лес, горы. Да, это фото. Это фотопечать, да, как раз вот наши горы в районе Даховской. Это вот скала, которая вот на Лаганаке да, да. поднимается. Смотрю, знакомые. Вот с этой стороны вот, со смотровой видно Даховскую. Ага. Там поселок Даховская. Да. Ну, здесь еще я буду делать, заказывать Что вы у них печете? мясо. Мясо. Вот как. Трубу не стали, да, вешать, а вот именно петли такие. Это огнеупорный кирпич? Нет, это обычный кирпич. Обычный кирпич, да. На клин, Огнеупорный я не на захотел. клин спиливали, да? Огнеупорный я не захотел, потому что он же не аккумулирует тепло. Он больше шамотный кирпич, он выдумывался и предназначен для каких-то, я не знаю, там мартеновских печей, наверное. Вот чем-то закрывается. Ну, мы так временно, Влад там делал какие-то у нас были, да, закрывалки, так скажем, чтобы можно было целиком взяться, убрать в сторону на ножках, или же еще чтобы дополнительно была дверца, можно было дверцу открывать, там смотровая дверца. Целый баран свободно уходит туда, получается. Да, в принципе, баран помещает. Но я жарил барана не целиком. Хотя как бы тоже это планирую на вертеле. Почему мы и сделали как бы вход такой большой, чтобы можно было на вертеле тушу туда поставить. А Беслан, вот из опыта баран размерами какой вот примерно по ширине, по длине, Ну, по где-то, габаритам? мы сделали тут внутренняя часть, насколько вот я помню, Метр 20 на метр 20, метр 30, по-моему. 2 метра. И я думаю, этого достаточно. И Нет, я имею в виду сам баран, вот его тушка вот примерно 30 сантиметров, 40 там. Ну, если вот взять как-то вот в диаметре, да, если он будет насажен на стержень, я думаю, где-то диаметр около 40-50 сантиметров получится, если даже будут ноги вытянуты. Дверца 50 сантиметров шириной примерно должна Да, быть. дверца вот это здесь мы замеряли 60, сколько у нас тут высота 64. была, да, мы чуть с запасом, чтобы тушу не пачкать при ее установке и опять же при извлечении. А много дров уходит, чтобы вот прогреть, чтобы приготовить, допустим, мясо? Ну, к примеру, у меня у родителей в ауле подобная печь есть, но она чуть по конфигурации по-другому выглядит. Она размерами поменьше. И она как бы топится все равно часа 3-4. А эта печь у нас объемная. Я думаю, что ее тоже точно часа 4 надо греть, потому что у меня один раз произошла осечка. Я планировал жарить мясо и не такого большого как бы объема, и думал, я там чуть часа полтора-два печку подготовлю, и она пожарит. Но в принципе я понял, что хоть 20 килограмм мы жарим баранину, там хоть 40 килограмм, печь надо прогревать одинаково в любом случае несколько часов, чтобы она свою рабочую температуру набрала. Иначе
мы не получим тот эффект, который нам нужен. Наверху за приспособления такие. Это задвижки, а то дополнительные у нас не запланированный, но дымоход такой получился. Вентиляционная шахта. Да, вентиляционная шахта, потому что какое-то задымление периодически оно получается, и чтобы дополнительно уходил дым. Владислав, исполнитель этих чудо-печей, таких. Мартеновская печь. Туда 10 человек могут Славяновская залезть. печь стандартного производства. Здесь можно две туши одновременно жарить. И вот в эту мясную кухню я планирую расширять, как бы заниматься этим.